Всем привет! С вами снова канал Напряги извилины. И сегодня мы рассмотрим 5 очередных загадок. Слушайте внимательно. Обязательно пишите варианты ваших ответов в комментариях. Всегда очень интересно почитать. Кто первый догадался посмотреть. Ну что, приступим. Первая загадка. Шерлок Холмс шел по улице, и вдруг он увидел мертвую женщину, лежащую на земле. Он подошел к ней, открыл ее сумку и достал ее телефон. В телефонной книге он нашел номер ее мужа. Сразу же позвонил ему и сказал: «Срочно приезжайте сюда, ваша жена умерла». И через некоторое время муж приезжает. Он смотрит на жену и говорит: «О, милая, что с тобой случилось?» И потом приезжает полиция. Шерлок показывает пальцем на мужа женщины и говорит: «Арестуйте этого человека. Это он убил ее». Ну и вопрос такой: почему Шерлок Холмс так подумал? Почему он сразу указал на мужа женщины? Ну и мы переходим ко второй загадке. Здесь следующая ситуация. Перекресток, светофор, КАМАЗ, повозка и мотоциклист стоят и ждут зеленого света. Загорелся желтый свет. КАМАЗ газанул. Лошадь испугалась и укусила мотоциклисту ухо. Вроде ДТП, но кто нарушил правила? Кто нарушил правила дорожного движения? Так, следующая загадка, третья. Здесь следующая ситуация. На одном острове стоит яблоня с мальчиком. Ну, представьте, что здесь остров. На другом острове больница с бабушкой. И между островами мост. Мальчику надо принести бабушке 2 яблока. Но мост выдерживает только одного мальчика и одно яблоко. После того, как мальчик пройдет, мост разрушится, а в воде водятся акулы. Как ему пронести яблоки бабушке? Да, то есть мальчик может пройти только один раз через мост, и он может пронести за раз только одно яблоко. Думайте, пишите варианты ответа в комментариях. Мы переходим к четвертой загадке. Здесь следующая ситуация. Стоит тюрьма, рядом больница, вокруг них рельсы, а на рельсах движется с большой скоростью поезд. Беспрерывно движется. Одному мальчику надо попасть к дедушке в тюрьму, а одной девочке надо попасть к бабушке в больницу. Как им это сделать, если поезд не останавливается? Он постоянно движется с большой скоростью. Им как-то быстро не перебежать, не перепрыгнуть поезд. Вот такие условия задачи. Ну и пятая загадка. В тюрьме сидели 2 заключенных. Вот они. Они планировали побег. В их камере было окно без решеток, но на высоте 5 метров от пола. Как они ни старались, дотянуться до окна они не могли. Тогда они решили сделать подкоп и принялись копать земляной пол в своей камере. Спустя время они поняли, что есть более простой способ выбраться из камеры. Какой же это способ? Вот такой вот вопрос. Какой же способ? Думайте, можете поставить видео на паузу. Обязательно пишите варианты ответов в комментариях. Ну а мы сейчас перейдем к ответам. Итак, ответы. Напомню условия первой задачи. Быстренько.
Шерлок Холмс шел по улице, и вдруг он увидел мертвую женщину, лежащую на земле. Он подошел к ней, открыл ее сумку и достал телефон. В телефонной книге он нашел номер мужа и сразу же позвонил ему и сказал: «Срочно приезжайте сюда, ваша жена умерла». И через некоторое время муж приезжает. Он смотрит на жену и говорит: «О, милая, что с тобой случилось?» И потом приехала полиция. Шерлок Холмс сразу же указал пальцем на мужа женщины и сказал, чтобы его арестовали. Почему Шерлок Холмс так подумал? Шерлок Холмс так подумал, потому что, когда звонил он мужу, он не назвал адрес, не назвал это место, куда муж должен был приехать. Ну а так как муж явился на это место, Шерлок Холмс сразу же догадался, что убийца – это муж. Вот так вот. Ну и ответ на вторую загадку. Да? Значит, ситуация была такая. Перекресток, светофор, КАМАЗ, повозка и мотоциклист. Да? То есть КАМАЗ, повозка и мотоциклист ждали зеленого цвета. Когда он загорелся, КАМАЗ газанул, лошадь испугалась этого и укусила мотоциклисту ухо. Вроде бы ДТП, но кто нарушил правила? А правило нарушил мотоциклист, так как он был без шлема. В другом случае лошадь бы не смогла укусить его за ухо. И третья загадка, да, значит, два острова, на одном яблоня и мальчик, на другом больница, бабушка, между ними мост. И мальчику надо перенести два яблока за один раз бабушке. Иначе мост сразу разрушится. И мальчику два раза сходить не удастся, так как после первого перехода мост в любом случае рушится. Что же должен тут сделать мальчик? Как он должен доставить два яблока бабушке? Ответ такой: мальчик, переходя мост, должен жонглировать яблоками. Таким образом, в руке всегда у него будет только одно яблоко, и это допустимо условиями задачи. А второе яблоко, соответственно, всегда будет зависать в воздухе. И таким образом мальчик сможет бабушке перенести два яблока. Так, и четвертая задачка. Напомню ситуацию. Да, у нас тюрьма, больница, вокруг них железная дорога, и с большой скоростью движется поезд. Мальчику надо попасть к дедушке в тюрьму, а девочке надо попасть к бабушке в больницу. Просто так перебежать они железную дорогу не могут, там поезд они перепрыгнуть тоже не могут. Как же здесь поступить? Ответ будет не очень веселый, но все же. Мальчику надо бросить девочку под поезд. Тогда он попадет в тюрьму, да, к дедушке, его отведут в тюрьму, а девочку тогда отведут в больницу. Вот так вот они смогут добраться до своих родственников. И пятая задачка. Здесь была ситуация такая, что в тюрьме сидели двое заключенных. Видимо, как попав туда, они сразу планировали побег. И в их камере было окно без решеток, но на высоте 5 метров от пола. И как они ни старались, дотянуться до окна они не могли. Тогда они решили сделать подкоп и принялись копать земляной пол своей камеры. И спустя время они поняли, что есть более простой способ выбраться из камеры. Какой же это способ? Это получилось таким образом. Пока они копали землю в камере, в углу камеры накопилась куча земли. И с помощью этой кучи они перекидали ее под окно, и они смогли дотянуться до окна и через окно выбраться. То есть, благодаря куче земли расстояние между полом и окном сократилось, и этого им хватило, чтобы выбраться через окно
на свободу. Вот такие задачки на сегодня. Надеюсь, вам они понравились. Обязательно пишите варианты своих ответов в комментариях. Вот. Всем большое спасибо. Пока-пока.